Наш гордый народ был обречен на изгнание. Но никто не разрушит наше единство. Сегодня мы возродим наше былое величие. Сегодня мы вернем то, что утратили. Я заставлю их понять. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику. StarCraft 2 Legacy of the Void — окончание, я бы даже сказал, долгожданное окончание трилогии StarCraft 2, за которой мы с содроганием следили последние аж лет 5. То есть, на самом деле, даже страшно, да, про это задумываться. 5 последних лет мы ждали окончания StarCraft 2. Это не говоря о том, сколько лет мы ждали самого StarCraft 2. И очень хотелось бы сказать, что это эпическое, великолепное, грандиозное окончание серии, вот конкретно этой серии, но, к сожалению, сделать этого нельзя. Это по-прежнему очень крутая игра, но лично для меня, да и думаю для многих, окончание трилогии было не настолько интересным, ну, по крайней мере, не настолько, насколько хотела хотелка. На самом деле тяжело рассказывать в третий раз, по сути, про одну и ту же самую игру. Я практически уверен, что Blizzard еще намного сложнее было ее делать, потому что, ну, по сути, это третий, да, кусочек одной игры, и при этом нужно удивить, придумать новые какие-то ходы, создать новую увлекательную историю. Ну, и вот есть такое ощущение после прохождения, что в третий раз этого как раз не получилось. Не получилось, прежде всего, превзойти себя, оправдать ожидания и оправдать, ну, то, что одну полноценную игру распилили, да, вот на 3 этих куска. Потому что лично я с самого начала против этого ничего не имел. В результате вместо одной игры с 3 компаниями, да, получили 3 больших игры. Ну и челлендж перед командой в таких условиях был достаточно сильный. Каждый раз они должны были оправдывать покупку новой игры. Видно, что старались, очень старались. Видно, что сами понимали несколько неудачность этой идеи, падающую постепенно популярность, потому что когда, да, Wings of Liberty выходил, там продажи были 4,5 миллионов копий в первые дни. Сейчас Legacy of the Void стартовал с миллиона, например. Возможно, повлияло то, что Blizzard, как истинно верующие, решили выйти в один день с Fallout 4 и новыми приключениями Лары Крофт, но, скорее всего, просто интерес к StarCraft за годы подугас, и в него продолжила играть только преданная часть аудитории. Похоже, судьба вновь свела нас, Джеймс Рейнор. Скорее удача. Удача — понятие, которое придумали люди. Но для начала все-таки о хорошем давайте. Legacy of the Void — это по-прежнему StarCraft 2. Это по-прежнему чудесная игра, запуская которую ты немедленно попадаешь в такую красивую космическую сказку со старыми добрыми и злыми героями, с которыми, да, ты там провел уже аж 17 лет. И вот та вот такая волшебная, почти диснеевская, я бы сказал, атмосфера, которая появилась в Wings of Liberty и дальше в Heart of the Swarm, она осталась и в этой игре. Кому, как не дочери, разжигал решать судьбу этой планеты. Мы немедленно начнем приготовление. То есть я практически немедленно так расслабился, погрузился в эту вселенную с ее проблемами и, в общем-то, с большим удовольствием прошел всю игру. При том, что она, кстати, довольно большая. Здесь 19 миссий основной кампании, 3 пролога и 3 эпилога. Прохождение каждой занимает достаточно приличное время. И самое главное, что игра с геймплейной точки зрения сделана практически идеально и засасывает твое время просто пылесосом. То есть ты такой встаешь с утра, нажимаешь кнопочку, и все, капец, ты уже там потираешь глаза и не понимаешь, куда исчез целый день. И так происходит на протяжении нескольких дней. Это свойство StarCraft осталось на месте. Даже более того, кажется, что с точки зрения геймплея Legacy of the Void, наверное, самая такая
навороченная, продуманная и сложная кампания из всех трех. То есть, если ты в нее играешь на нормале, ты, наверное, этого не заметишь. Это будет по-прежнему такая РТС просто с приключенческим сюжетом. Ты будешь наслаждаться атмосферой, тем, как придуманы миссии. Они по-прежнему очень креативные. То есть, там постоянно какие-то интересные условия, связанные с окружением, с обстановкой на поле боя. Тебя постоянно ставят в какие-то необычные условия. Например, вылезло древнее зло и одурманивает две противоборствующие группировки людей. И ты должен защитить одних и при этом уничтожить других. Зло вылезает раз в несколько минут. Тебе нужно к этому моменту отстроиться, защитить своих и еще промять оборону других. Дружище, ты нас снова спас. Я уж думал, у меня мозги через уши вытекут. Или, например, там в поисках лаборатории нужно дойти до конца карты быстрее, чем это сделает пытающийся испепелить ее лазерный луч, который медленно так ползет по карте. Или там совсем оригинально, когда у тебя база находится на платформе в космосе, и ты управляешь ее передвижениями. Тебе нужно постоянно двигаться по карте, собирать ресурсы и при этом продавливать врага. То есть с креативом в Legacy of the Void все хорошо. С геймплейном особенно. При этом, если вы играете на харде, практически каждая миссия превращается в очень серьезный челлендж, где ты прям начинаешь чувствовать атмосферу и накал боя. В той же вот миссии с двумя противоборствующими группировками людей мне там в конце реально пришлось устроить адский прорыв. И в результате диспозиция была такая: мой последний юнит атаковал нужное здание, а по нему в этот момент стрелял единственный выживший пехотинец врага. И была реальная ситуация, кто первый выстрелит. И там сил для повторной атаки у меня уже не было. Вот и все. Мы вытеснили силы корпуса Мёбиуса. В общем, на харде геймплейно это невероятная игра. Я уж не говорю, что там на самом высоком уровне сложности все сделано для того, чтобы попотели даже киберспортсмены. То есть сингл StarCraft сделан для всех видов игроков. Им практически идеально удалось удовлетворить всех. Поскольку я не собираюсь становиться корейцем, я все равно всю игру все-таки проходил на нормале, не сильно запариваясь, просто наслаждаясь историей. Когда-то зерги были величайшей из угроз для моего народа. Только глупец будет их недооценивать. Что ж, тогда я склонюсь перед твоим опытом, как глупец. Единственный недостаток в геймплейне, мне кажется, то, что нету какой-то средней сложности между нормалом и хардом. Потому что на нормале играть совсем уж просто, а на харде уже, для таких людей, как я, чересчур челленджево. Я не хочу нажимать 200 кликов в минуту, а игра этого требует. Отлично. Мои парни организуют здесь линию обороны. Более того, в плане геймплея Blizzard даже там придумали хорошие новые идеи, у протоссов есть главный несущий корабль, который может удаленно вмешиваться в события на поле боя. Миллион у него абилити самых разных, которые нужно выбирать, перераспределяя ценный ресурс Соларит, который ты собираешь на миссиях. То есть они в этой кампании ввели и новую механику, и заодно вот так красиво заставили тебя выполнять доп. Задачи. Иерарх, выбери солнечное ядро, чтобы увидеть доступные возможности. То, какие обилки возьмешь у этого корабля, очень-очень сильно влияют на то, как ты будешь проходить миссию. Одни там позволяют выжигать землю самыми разными способами, другие по-разному форсируют экономику, например, позволяют добывать веспен, газ без участия рабочих, автоматически починить здания и их щиты, и прочие бонусы. И на более высоких уровнях сложности тебе прям приходится подбирать обилки для того, чтобы эффективно действовать на миссии. Это очень круто. Соларит? Перворожденные не используют его уже тысячи лет. Это древнее судно, Иерарх. Чтобы пустить его в ход, нам придется использовать даже нестандартные ресурсы. Единственная такая недраматическая, но все же проблема Legacy of the Void в том, что по сюжету, по происходящим событиям, по всяким там уровням эпичности и драматичности, он просто, не оправдывает твои ожидания после первых двух частей. При том, что начинается все очень круто, очень пафосно. Зератул, набродившись по всяким древним храмам и поняв, какая опасность грозит там всей галактике,
объединяется с Керриган и спешит к своим братьям Протоссам, которых возглавляет Артанис, чтобы предупредить их о вселенском зле в виде Амуна и его гибридов. Артанис, к этому моменту объединивших всех Протоссов, готовит вторжение на Айюр, родную планету расы, которую некогда у них отняли зерги. Сегодня мы вернем то, что утратили. Вернем наш родной мир. Вторжение идет победоносно, но оказывается, конечно же, что это хитрая ловушка. И все протоссы, объединенные в единую такую нейросеть Кхалну, начинают заражаться темной силой от Амуна и подпадать под его контроль. Зератул там из последних сил, жертвуя собой, отсекает косичку Артанису, чтобы тот наконец-то прозрел и не становился злым. Уцелевшие там войска протоссов под предводительством Артаниса из последних сил откапывают в храмах и заводят древний крейсер Копье Адуна, очень могущественный, собственно, которым мы и будем командовать в кампании. То есть происходит такой очень крутой, сказочный, классный эпик. Копье Адуна. Вершина творения Кхалаев. Последний из 3 ковчегов, созданных, чтобы сохранить наше наследие в самые темные времена. В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. И вот главное разочарование от Legacy of the Void, что этот эпик выдыхается по ходу сюжета. То есть, имея такой супер бодрый старт, к концу он приходит практически ни с чем. То есть ты до последнего сохраняешь надежду, сейчас вот нам покажут, сейчас будет охренительно. Но, к сожалению, финальный эпик сценаристы Blizzard практически завалили. И в этом, на самом деле, нет ничего удивительного, потому что я еще в обзоре Wings of Liberty, Heart of the Swarm говорил, что Blizzard не умеет делать эпик, они только учатся, и, в принципе, у них начинает получаться. Так вот, этого начинает получаться не хватило на Legacy of the Void. То есть они, на самом деле, очень красиво расписали всю историю, там, отношения Рейнера, Керриган, все эти разборки в Доминионе, свержение Менгска и прочие драмы. Ну вот проблема Legacy of the Void в том, что на все вот это богатство накопленное они практически забили. Потому что даже Wings of Liberty и Heart of the Swarm связывала история Керриган и Рейнера. То есть там все очень логично, все понятно. И более того, к Heart of the Swarm тебе уже на эту линию не все равно становится. И почему-то в Legacy of the Void они нафиг на все забивают. То есть Рейнер появляется за игру там вообще 2 раза, так помахать ручкой. Керриган еще более-менее участвует в сюжете, но примерно в том же объеме. Все герои сходятся в конце для участия там, в финальной битве, но, честно говоря, сама эта битва вообще ни разу не впечатляет. А все потому, что происходит вся кампания за протоссов примерно в одной и той же декорации. Это древний храм называется она. То есть там есть некое разнообразие, они там стараются оживлять карты различными событиями. Есть там некоторые отвлечения, да, тот же Айюр, такой с джунглями, не только с храмами. Интересные миссии, когда там платформа падает из космоса на планету, и вся битва происходит по ходу того, как она разваливается, входя в верхние слои атмосферы. Но в целом ощущение от Legacy of the Void, что ты всю игру ходил по долбанным храмам там из Элнага, вот этой древней расы, которая сделала протоссов и зергов. И, честно говоря, вот к тому моменту, когда наступает финальный замес, ты уже на эти храмы просто смотреть не можешь. Тебе кажется все очень скучным, очень натянутым. И с одной стороны ты ждешь, что, надеюсь, сейчас в конце меня удивят, а удивить особенно не получается. Великий Хранитель, известно ли тебе что-нибудь о храме, покоящемся под нами? Только мифы и легенды. Здесь, на Ульнаре, представители избранных рас приходят к Вознесению. Чтобы путь открылся, достаточно одного их присутствия. И вроде стараются, да, вводят интересных более-менее персонажей. Воскрешенный есть Феникс из первого Старкрафта в виде АИ. Артанис, рад видеть тебя, юный вершитель. Феникс? Но как? Есть там некая дева-жрица, которая до последнего сохраняет связь вот эту с нейронной сетью Кхалны, потому что там находятся все знания протоссов, но через нее на корабль постоянно проникает Амун и грозится там из пустоты показать всем Кузькину мать. Я несу дар.
Избавление. Хватит! То есть не сказать, что не старались, в игре очень много фан-сервиса, особенно если вы следите за событиями с первой части Старкрафта, там все будет. И старые юниты, которых ты уже не надеялся увидеть, племена протоссов самые разные, и постоянные там воскрешения неожиданные. Нарут, мне казалось, ты мертв. Лишившись тела, мы, Зелнага, возвращаемся в пустоту. Но проблема в том, что эмоционально это все вот реально просто не дотягивает до того, что было в предыдущих 2 третях. Не дотягивает до твоих ожиданий. То есть это примерно как в «Ведьмаке» 3, да, вот была битва за Каэр Морхан, такая высшая точка, да, сюжета эмоциональная, когда ты прям чувствовал весь эпик. И после него концовка уже не катила. Так вот, здесь ты чувствуешь эпик в начале, а все, что после этого происходит, ну, тебя уже практически никак не задевает, как не старается Blizzard. Я, на самом деле, еще 5 лет назад, когда рассказывал про Wings of Liberty, я говорил, что, скорее всего, кампания за протоссов будет самой скучной и пафосной. Что вот эти голоса бесконечные, особенно в русской озвучке, с этими благородными пафосными речами в стиле Оптимуса Прайма, что они реально могут утомить. И вот оно так и происходит. Наконец-то пророчество исполнилось. Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Видение, ниспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Несмотря на то, что ты сохраняешь надежду до последнего и с интересом следишь за тем, что происходит, все равно тебя весь Legacy of the Void напрягает то, что благочестивые протоссы, они вот реально, как гребаные глупые эльфы, там попадаются во все ловушки, которые им расставляют древнее зло, и абсолютно дуболомно вообще реагируют на все происходящее. Несмотря на то, что ввели разных персонажей, каких-то креативных, протоссам еще очень недостает юмора. То есть это очень странно, потому что даже для зергов Blizzard сделали, да, комичного абатура, каждый диалог с которым был очень-очень смешным. И, в общем, в предыдущих 2 играх тебе интересно реально со всеми персонажами было болтать. Они что-нибудь да отмочат. Разработка необязательных механизмов адаптации затратна. Излишне сложно. Раньше было не нужно, теперь нужно. В Legacy of the Void это безумная скукотища, они просто постоянно говорят тебе одно и то же, вот просто всю игру. Отвоюем это, мы должны сконцентрироваться на этом, держите себя в тонусе, мы должны победить. И это очень утомляет, наряду вот с постоянными храмами. Вот просто достает. И очень большую часть игры ты все равно на позитиве, потому что играть тебе нравится. Ты проходишь одну миссию за другой, но постепенно вот начинаешь осознавать, что это уже нифига и не из-за сюжета происходит. И это печалит. А главный промах, говорю, то, что линию Керриган и Рейнера они задвинули вообще на задворки. То есть они 2 игры ее создавали для того, чтобы просто выкинуть, по сути. Я столько натворила, погубила столько жизней, миров. Мои руки в крови. Я должна смыть ее. Это моя судьба. В Legacy of the Void, такая же ситуация произошла, как, я не знаю, со старыми Звездными войнами и с первым эпизодом. То есть, если старые Звездные войны были таким частным приключением героев, то первый эпизод, он там на тебя кучу каких-то политических интриг вываливает. Так вот здесь, примерно, то же самое. Были какие-то, да, там интересные истории, но в Legacy of the Void только сплошной пафос, политика, объединение народов, сражение с древним злом. Древнее зло, кстати, безумно скучное, вообще ничего интересного не сделано. То есть Амун, мне кажется, может потягаться со всеми самыми скучными злыми силами в галактике по своей скучноте. Вот реально древнее зло, которое ни хрена интересного не придумало. Вот просто за всю игру. Просто рычало там из своей пустоты и сдохло в результате. Короче, лично мне обидно. Я уже надеялся, что к 3-й игре Blizzard научится. Даст настоящего эпика. Потому что вот все чуть-чуть не дотягивали, а тут как-то, совсем не дотянули. Смерть — судьба всех воинов. Судьба, которую вскоре можем встретить и мы. Судьба — это не приговор. Я думаю, уж если Зератул верил, что ты сможешь все изменить,
Эта война только начинается. У вас принято пожимать руку друга. Ведь так? Задай им жару. Но, тем не менее, Legacy of the Void все равно хорошая игра. Тут не поспоришь. Провел за ней отличные часы, вот несколько дней. Полное удовольствие, да, еще есть кооперативные миссии. Еще есть, конечно же, скороносный мультиплеер, который меня, к счастью, совершенно не интересует. Ну, то есть, все хорошо, но в итоге осадочек остается. От меня 8,5 баллов. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Это сделка с дьяволом, Джимми. У нас всегда есть выбор. Я буду помнить каждый миг с тобой. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди звезд. Джим? Я здесь. Все хорошо. Спасибо, что смотрели. Мы действительно вкладываем в эти сюжеты очень много усилий. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, это действует на нас очень вдохновляюще. Ну и спасибо тем, кто поддерживает нас. Именно благодаря вам мы можем вкладывать в эти сюжеты максимум усилий и превращать даже простые обзоры видеоигр в штучные произведения. До встречи, всем позитива, играйте только в хорошие видеоигры, ну и увидимся в следующих сюжетах.